Одной ногой в Сибири, а другой в Арктике. В Салехарде вы можете оказаться сразу в двух местах одновременно, ведь это единственный в мире город, который находится прямо на северном полярном круге. В июне здесь целый месяц солнце не садится за горизонт, а большую часть года, 159 суток, длятся сумеречные ночи. А еще именно в Салехарде находится неофициальный самый северный пляж в мире. На нем загорают горожане в самые жаркие летние дни. Всегда ли Салехард был Салехардом? Когда город образовался? Чем примечательна его история? Как сегодня живет столица Ямало-Ненецкого автономного округа? Ответы на эти вопросы вы узнаете из нашего видео. Друзья, перед просмотром не забудьте подписаться на канал «Новости Ямала». Здесь вы найдете все о жизни арктического региона, сюжеты об удивительных местах Крайнего Севера и людях, которые здесь живут. Подписывайтесь на «Новости Ямала». А мы начинаем. История Салехарда уходит корнями к временам покорения Сибири. По официальной версии, на берегу Оби в 1595 году казаки основали Абдорскую крепость, или острог. Название крепости произошло от коми-слова «дор», что означает «берег», «сторона». Абдора буквально переводится как «Приобский берег». Так острог стал самым северным в Сибири. Интересно, что точная дата основания города историкам до сих пор неизвестна. Например, советский ученый Анатолий Шашков утверждал, что Абдорск начал строиться только в 1596 году. По словам историков, в 1594 году местный князь поднял бунт против царской власти. Воинство временно усмирили казаки, однако недовольство все еще оставалось. Его причиной был ясак, то есть налог, который обязали платить местное население. В качестве оплаты принимались шкуры пушных зверей – песцов, соболей и других лесных зверей. Спустя год отряд казаков въехал на мыс, вдающийся между Полуем и Обью. Здесь размещалась резиденция непокоренного князя. На этом месте казаки приступили к строительству Абдорской крепости. Почему же датой основания Салехарда считается именно 5 июля 1595 года? Этот день был назначен на заседании горисполкома в 1968 году. Так или иначе, но в 1635 году Абдорский острог становится заставой, и в городе появляются первые постоянные жители. В начале 19 века крепостные укрепления посчитали ветхими и снесли, а Абдорск стал селом. В 1930 году он становится центром Ямальского национального округа, а спустя 3 года Абдорск был преобразован из села в районный поселок Салехард. Название произошло от ненецкого «Сале-Хард» или «селение на мысу». 27 ноября 1938 года ему присвоен статус города. Начиная с середины 19 века Абдорск был местом ссылки противников политического режима. Первые ссыльные были преимущественно хорошо образованными людьми. Они обживались и вносили свой вклад в развитие края. Так, в Абдорске отбывал наказание студент Петербургской военно-медицинской академии Иван Гервасий. Здесь он стал метеорологом и построил первую метеостанцию. А Виктор Бартенев, студент юридического факультета, отбывая ссылку, написал книгу очерков, провел большие этнографические исследования и проанализировал экономику Абдорского края. После революции 1905 года поток ссыльных изменился и вырос. В село стали прибывать представители пролетариата и общественные деятели. Политические ссыльные внесли вклад в изучение природы, экономики, истории и этнографии региона. Именно они отстаивали права малочисленных народов на самостоятельное культурное и хозяйственное развитие. После Великой Отечественной войны на Ямале развернулось масштабное строительство железной дороги. Сюда были направлены десятки тысяч осужденных. Среди них репрессированные, военные преступники и уголовники. Железная дорога так и не была завершена. После смерти Сталина все работы были остановлены. Заброшенные останки масштабного строительства и сегодня привлекают туристов, а в городе установлен мемориал в честь всех погибших на 501-й стройке. В наши дни Салехард уже кардинально отличается от древнего Абдорска. Столица Ямало-Ненецкого автономного округа – это современный развивающийся город. В нем проживают более 50 тысяч человек, из них около 10% представляют коренные народы – ненцы, ханты, коми-зыряне. Большинство занимаются оленеводством, рыболовством или заняты в сфере услуг. Здесь строят новые дома, хорошо развитая инфраструктура, большое внимание уделяется медицине и социальным программам для поддержки населения. За работу в суровых условиях местные жители получают надбавки, так называемый северный коэффициент, и могут уйти в отпуск на 52 дня. В октябре этого года Салехард возглавил рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами. Туристам тоже есть на что посмотреть в столице Янао. Здесь можно полюбоваться северным сиянием,
получить сертификат о пересечении полярного круга, познакомиться с северной природой и образом жизни коренных народов, и даже пожить в чуме вместе с оленеводами. А чтобы вы смогли почувствовать атмосферу Салехарда, мы попросили местного жителя сделать запись на телефон. Послушайте, как звучит единственный в мире город на Северном полярном круге в 6 утра. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал «Новости Ямала», чтобы узнать больше полезного.